Положи руку на стол. Почувствуй, какой он твердый, надежный, неподвижный. А теперь представь, что через 3,5 миллиарда лет этот стол, вместе с комнатой, домом, континентом и всей планетой, будет выглядеть примерно так же, как сейчас. Земля останется, а Тритон нет. Через 3,5 миллиарда лет Нептун разорвет его на части. Медленно, неотвратимо. Как разрывают письмо, которое не хотят читать. И обломки, миллиарды тонн льда, камня и замерзшего азота выстроятся в кольцо вокруг синего гиганта. Красивое кольцо, ярче, чем у Сатурна. Никто не будет знать, что это когда-то был целый мир. Он вращается не в ту сторону. Это первое, что ты должен понять о Тритоне. Каждый крупный спутник в Солнечной системе летит по орбите туда же, куда вращается его планета. Луна — с Землей, Титан — с Сатурном, Ганимед — с Юпитером. Это не совпадение, это физика. Так работает гравитация с рождения системы. Все закручивается в одном направлении, как вода в воронке. Тритон летит против Нептуна. Один во всей Солнечной системе. Единственный крупный спутник, который движется наперекор своей планете. И это не ошибка измерений, не аномалия в данных. Это биография. Это след того, что с ним сделали миллиарды лет назад. И от чего он так и не оправился. Представь себе это место. 4,5 миллиарда километров от Солнца. Это так далеко, что свет, самое быстрое, что есть во Вселенной, идет оттуда до твоих глаз больше 4 часов. Солнце с поверхности Тритона выглядит как очень яркая звезда. Не диск. Точка. Тепла от нее почти нет. Температура поверхности – минус 235 градусов по Цельсию. Это не просто холодно. Это самая холодная твердая поверхность среди всех крупных тел Солнечной системы. Холоднее Плутона. Холоднее темной стороны Луны. Холоднее всего, что ты можешь себе представить. Для сравнения, жидкий азот, которым в лабораториях замораживают образцы мгновенно, имеет температуру минус 196 градусов. На Тритоне на 40 градусов холоднее. Если бы ты оказался там без скафандра, ты бы не замерз. Ты бы стал хрупким. Твое тело превратилось бы в стекло за доли секунды и рассыпалось бы от первого прикосновения. И вот на этом мертвом, замороженном, забытом Богом и физикой теле Voyager 2 увидел фонтаны. 1989 год. Август. Единственный рукотворный объект, который когда-либо подлетал к Нептуну, наводит камеры на его крупнейший спутник. Инженеры ожидали увидеть мертвый шар льда. Кратеры, трещины, может быть, следы древней активности. Вместо этого — темные столбы, бьющие из-под поверхности в розоватое небо. 8 километров вверх. Это высота, на которой летают пассажирские самолеты. Это почти Эверест, если поставить его вертикально. Гейзер высотой с Эверест на теле, где температура ниже, чем в любой точке Земли, включая лаборатории. Но это еще не все. На высоте 8 километров струя резко поворачивает на 90 градусов и начинает стелиться параллельно поверхности на 150 километров. Черный шлейф на белом льду. Как дым, как след, как что-то, что хочет быть замеченным. Это не должно существовать. При минус 235 градусах материя не должна двигаться, не должна извергаться, не должна вообще ничего делать, кроме как лежать и ждать конца времен. Но Тритон не читал учебники. Вот что происходит. Слабый солнечный свет, та самая далекая точка на небе, проникает сквозь верхний слой азотного льда. Лед прозрачный. Свет проходит вглубь и нагревает темный материал под поверхностью. На 1 градус. На полградуса. Этого достаточно. Азот под давлением закипает, начинает расширяться.
ищет выход. И когда находит трещину в ледяной корке, вырывается наружу. 8 километров вверх, без звука, в абсолютной тишине вакуума. Около 50 таких гейзеров Voyager насчитал только на той части поверхности, которую успел сфотографировать. А сфотографировал он меньше половины. Сколько их на самом деле, мы не знаем. Никто после Voyager туда не летал. Посмотри на поверхность Тритона, и ты увидишь вторую странность. Ему 4,5 миллиарда лет. Он ровесник Солнечной системы. Он пережил эпоху поздней тяжелой бомбардировки, период, когда все, что летало в космосе, врезалось во все остальное. Луна тогда получила свои моря. Меркурий — свою изрытую кожу. Каллиста — лицо, которое выглядит как мишень после 1000 выстрелов. На Тритоне 179 кратеров. На всей сфотографированной поверхности. 179. Ты можешь пересчитать их за час. Это не мертвый мир. Это мир, который стирает свою историю. Его поверхность постоянно обновляется, тает, течет, застывает снова. Каждый кратер затягивается, каждый шрам исчезает. Он переписывает свое прошлое, слой за слоем, миллион лет за миллионом, как будто хочет забыть то, что с ним случилось. Но есть один участок, который забыть не получается. Ученые называют его Cantaloupe Terrain – земля дыни. Это область, покрытая сотнями округлых впадин. Каждая 30-40 километров в диаметре. Они прижаты друг к другу так плотно, что сверху это выглядит как кожура дыни, или как поверхность мозга, или как ожоги. Никто точно не знает, как это образовалось. Одна теория говорит, пузыри теплого льда поднимались изнутри и деформировали кору. Другая — это след того времени, когда Тритон еще сопротивлялся, когда его орбита была хаотичной, когда приливные силы Нептуна рвали его изнутри. Обе теории сходятся в одном — это след насилия. Тритон не родился здесь, его затащили. Он появился в поясе Койпера, далекой темной зоне за орбитой Нептуна. Там, где летают Плутон, Эрида и тысячи других ледяных тел, которые мы еще не открыли. Тритон был одним из них. Свободным, самостоятельным, возможно, не одиноким. 15% объектов пояса Койпера — двойные системы. Два тела, связанных гравитацией, летящих вместе сквозь темноту. По всей видимости, у Тритона был партнер. Кто-то, с кем он провел сотни миллионов лет в холоде и тишине на краю Солнечной системы. А потом они подошли слишком близко к синему гиганту. Гравитация Нептуна ударила по ним как молот. Разорвала связь. Один улетел. Может, выброшен в межзвездное пространство. Может, до сих пор летит где-то в темноте под другим именем. Может, упал на Нептун и исчез навсегда. Тритон остался. Схваченный, скрученный, притянутый. Навсегда. Его первая орбита была орбитой пленника, который еще надеется сбежать. Вытянутая, хаотичная, наклоненная под безумным углом. Он метался. Ближе к Нептуну. Дальше от него. Снова ближе. Как зверь на цепи. Но цепь сжималась. Каждый оборот приливные силы отнимали у него энергию. Тормозили. Нагревали изнутри. Его недра раскалялись от трения. Поверхность плавилась и застывала снова. Трещины рвали кору. Сопротивление только ускоряло разрушение. Через миллионы лет его орбита стала почти круглой. Он перестал метаться. Он смирился. Но он так и не повернулся. До сих пор летит против. Единственный крупный спутник в Солнечной системе, который не согласился вращаться в ту же сторону, что его тюремщик. Внутри него, возможно, океан. Невозможно в смысле «кто знает», а возможно в смысле «расчеты показывают, что он должен там быть». Когда Нептун тащил его на свою орбиту,
Приливные силы разогрели недра Тритона. Лед таял. Образовывалась жидкость. Вода, смешанная с аммиаком. При температуре минус 97 градусов это жидкость, не лед. Аммиак работает как антифриз, не дает воде замерзнуть даже в таком холоде. Океан глубиной до 130 километров. Под коркой льда толщиной в 150 километров. В абсолютной темноте. 4,5 миллиарда километров от Солнца. Если он там, он ждал все это время. 4 миллиарда лет. Без света, без тепла, без единого свидетеля. Мы не знаем, есть ли он. Мы не отправили никого проверить. Мы даже не планируем. Все, что мы знаем о Тритоне, это несколько часов одного пролета. Voyager 2. Запущен в 1977 году. Летел 12 лет. Мимо Юпитера. Снимки, данные, открытия. Мимо Сатурна. Еще больше. Мимо Урана. Еще дальше. Еще темнее. Еще холоднее. 25 августа 1989 года он прошел в 48 тысячах километров от Нептуна. Через 5 часов в 40 тысячах от Тритона. У него было несколько часов. Несколько часов после 12 лет пути. Он фотографировал, измерял температуру, записывал состав атмосферы, отправлял данные на Землю, и сигнал шел 4 часа и 6 минут в одну сторону. Он увидел гейзеры, увидел гладкую поверхность без кратеров, увидел Землю дыни, подтвердил ретроградную орбиту, и этим подтвердил: Тритон не отсюда, его захватили, его держат. А потом Voyager 2 полетел дальше, в темноту, в межзвездное пространство. Он пересек границу Солнечной системы в 2018 году. Сейчас он в 20 с лишним миллиардах километров от Земли. Дальше, чем любой рукотворный объект, кроме его близнеца. Его сигнал до сих пор доходит. Слабый, почти неразличимый на фоне космического шума. Инженеры НАСА до сих пор его слушают. Каждый день. 23 ватта мощности, меньше, чем лампочка в холодильнике. И этот шепот преодолевает 20 миллиардов километров, чтобы сказать: «Я еще здесь. Я еще лечу. Я еще помню то, что видел». Он никогда не вернется. И мы никого не отправили вслед. 36 лет прошло с того августовского пролета. 36 лет. И ни одной миссии к Нептуну. Ни одного аппарата к Тритону. Все, что мы знаем, это память одного старого зонда, который давно ушел навсегда. Тритон падает. Это не метафора. Это не поэзия. Это физика. Точная, рассчитанная, не оставляющая места для надежды. Каждый спутник с ретроградной орбитой теряет энергию. Приливные силы планеты тормозят его. Медленно, незаметно, но постоянно. Орбита сужается. Виток за витком. Миллиметр за миллиметром. Он приближается к Нептуну. Прямо сейчас. Пока ты читаешь это, он стал чуть ближе к своей смерти. Через 3,5 миллиарда лет он пересечет предел Роша. Это граница. Расстояние, на котором гравитация планеты разрывает все, что превышает определенный размер. За этой чертой спутник не может существовать как целое тело. Нептун не притянет Тритон к себе. Он его растянет. Медленно. Как тесто. Как что-то, у чего отнимают форму. Тритон потеряет очертания. Его поверхность треснет. Внутренности вырвутся наружу. Океан, если он есть, испарится в космос. И то, что было целым миром, станет облаком обломков. Обломки выстроятся в кольцо, яркое, широкое, красивее колец Сатурна, украшение вокруг синего гиганта. Через 3,5 миллиарда лет никого из нас не будет. Ни людей, ни городов, ни памяти о том, что мы вообще существовали. Солнце к тому времени станет горячее. Земля, возможно, станет необитаемой. Но Нептун останется. И его новые кольца тоже. Если кто-то когда-нибудь посмотрит на него издалека,
Он увидит красивую планету с яркими кольцами. Он не узнает, что это были гейзеры, бьющие в розовое небо. Не узнает про землю дыни. Не узнает про океан под льдом, если он был. Не узнает, что это тело когда-то летело свободно в темноте пояса Койпера, рядом с кем-то по своим законам. Он просто скажет «красиво» и полетит дальше. Тритон сейчас там, в 4,5 миллиардах километров отсюда, в холоде, который невозможно представить, в тишине, которую невозможно услышать. Он вращается не в ту сторону, до сих пор. После 4 миллиардов лет плена он так и не повернулся вместе с Нептуном, так и не согласился, так и не принял то, что с ним сделали. Гейзеры бьют в небо, черные столбы на белом льду. Поверхность стирает кратеры, переписывает историю заново. Океан, возможно, ждет в темноте 4 миллиарда лет без единого луча света. И орбита сужается. Миллиметр за миллиметром. Виток за витком. Граница, за которой конец. Он знает, что умрет. Мы знаем, что он умрет. И мы даже не собираемся прощаться.